Всем привет! Сегодня я покажу вам некоторые упражнения. Они будут особенно полезны для тех, кто хочет заниматься иконописанием. Но я думаю, что они будут полезны вообще всем, кто хочет учиться рисовать. Сейчас мы для работы будем использовать бумагу, кисть, акварельные краски или темперные краски. Можно поливинилоацетатные или с яичной темперой. Можно использовать тушь, это не имеет сейчас значения. И сейчас мы приступим. Для тех, кто будет заниматься иконописанием, эти упражнения будут особенно полезны и важны по той простой причине, что икона содержит в себе очень много различных линейных элементов в разном проявлении. И чем более у вас разработана рука, тем легче и красивее у вас будут получаться какие-то элементы, такие как волны, волосы, шерстяные пряди на одежде и другие многие элементы. И такие элементы, как растительность, горки, животные, деревья. Сейчас обратите внимание. Я сейчас так ставлю кисть, что она еле прикасается к бумаге. И мы получаем такой более тонкий элемент. Потом я делаю нажим, и этот элемент становится более толстым. Я взяла специально сейчас не самую тонкую кисть, чтобы вам было лучше видно сам принцип работы. И когда вы будете делать эти элементы, постарайтесь их делать одинаковыми и располагать их параллельно друг с другом, потому что именно в иконописании встречается часто такая надобность, чтобы эти элементы между собой были параллельны. Так вот, мы слегка прикасаемся, потом делаем нажим и кисть опять отпускаем. Легкое прикосновение, нажим и отпускаем кисть. Вы можете эти линии делать так произвольно, с разным изгибом, круглее, более плоские. Можно попробовать такие тонкие ровные линии. Более закругленные. Попробуем имитировать волну. У меня немножко получилось неудачно. Сейчас мы это исправим. Кстати, обратите внимание, что иногда, когда у нас что-то не получается с первого раза, нужно постараться это исправить. Я просто сижу не совсем удобно здесь сейчас, чтобы вам было лучше видно, поэтому иногда у меня могут быть сбои. Я вам сейчас вот показываю такой принцип работы, как это делать. И вы потом можете самостоятельно потренироваться. И чем больше вы времени этому уделите, тем лучше у вас будет результат. Сделаем, например, если мы будем рисовать бороду, волосы, вот такие элементы нам очень пригодятся.
есть обратите внимание, что линия разной толщины у нас получается за счет разного нажима на кисть. То есть разная сила нашего нажима дает разную толщину линии. Обратите внимание, что от силы нажатия на кисть зависит толщина линии. И вот именно то, как вы разработаете свою руку, даст вам более совершенный результат, и ваша линия будет пластичной и красивой. Для закрепления этой темы постарайтесь самостоятельно поработать. И в комментариях напишите, пожалуйста, о результатах, которые у вас получились. Сейчас еще повторим эти упражнения. Посмотрим, как это выглядит более тонкой кистью. Вот мы сначала так еле прикасаемся к листу бумаги, потом нажим усиливаем и отпускаем. Усиливаем нажим и отпускаем. Усиливаем. Уже краска просто меньше. Усиливаем нажим. Отпускаем. Если мы будем рисовать веко, то нам очень пригодится такое упражнение. Хотя оно может быть использовано и для изображения прядей волос, и в многих других случаях. Мы можем делать эти линии в разных направлениях, попробовать к центру. Если мы будем рисовать бороду, то или усы, вот тоже может нам быть полезным такое упражнение. Здесь нужно следить за количеством краски на кисти, так чтобы ее не было слишком много и слишком мало. Конечно, все это вы с опытом будете чувствовать, но вначале, если у вас не будет получаться, не нужно нервничать, просто нужно над этим поработать. У меня тоже немножко получилось неудачно, я сейчас это исправлю.
Вот вы себе ставьте целью, когда рисуете эти линии, добиваться каких-то маленьких поставленных вами задач. Например, что эти линии должны быть параллельные. Они должны быть, например, одинаковы или уменьшаться постепенно при соблюдении параллельности, или быть с признаками какой-то центробежности. Обращаю ваше внимание на то, что почему хорошо делать такие упражнения именно тренировочные, потому что вы на листе бумаги можете взять определенный разгон и не бояться, что вы испортите, но рука постепенно будет все больше и больше делать четкие, послушные линии. Я вот просто давно уже не занималась этим в силу разных обстоятельств. Мне так даже приятно. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До новых встреч. С вами была Тамила Довин.